Китае набирает обороты тренд на кроссоверы с квадратным, брутальным дизайном, такой, который сразу ассоциируется с настоящими внедорожниками известных мировых брендов. Просторный салон, большой багажник и возможность выехать на бездорожье – именно то, что сейчас ценят автолюбители. А если при этом автомобиль гибридный, с низким расходом топлива и запасом хода более 1000 километров, это почти идеальный универсальный кроссовер. В эту волну отлично вписывается бренд Havail из концерна Great Wall Motors, который готовится представить обновленный гибридный кроссовер Raptor. Премьера запланирована на 19 августа. Модель получила свежий, современный экстерьер, второе поколение гибридной системы Hi4 и увеличенную батарею. Средний расход топлива обещают всего 5 литров на 100 километров, а запас хода больше 1000 километров. Звучит интригующе, не правда ли? Давайте посмотрим, что же предлагает этот кроссовер с внешностью внедорожника и насколько он способен стать универсальным решением для тех, кто хочет комфорт и практичность без лишних компромиссов. В мае этого года в Китае стартовали продажи бензинового Havail Raptor. Этот брутальный кроссовер пополнил линейку, где уже есть полноприводный подзаряжаемый гибрид с фирменной системой Hi4, выпускаемый с 2023 года. Интересно, что изначально Raptor был построен по тем же чертежам, что и более крупный рамный внедорожник Havail H9, но теперь отличить их друг от друга стало заметно проще. Наш сегодняшний герой – гибридный Raptor, который уже успел порадовать обновлениями не раз. Это уже второе за короткое время улучшение модели. Первое обновление прошло через год после старта продаж, тогда внешность и салон остались прежними. Теперь гибридный кроссовер получил улучшения, которые делают его еще интереснее и современнее. Главное визуальное обновление – прямоугольные фары вместо прежних круглых. В каждой теперь по 123 светодиода, которые обеспечивают дальность освещения до 189 метров. Решетка радиатора тоже изменилась. У гибридной версии она со своей изюминкой – горизонтальная хромированная полоса вместо привычных вертикальных планок бензиновой модификации. А еще у гибридного Raptor появилась светящаяся горизонтальная полоска прямо на решетке. Боковой профиль остался угловатым и строгим, с прямыми линиями, классическими дверными ручками и рейлингами на крыше. Новые черные диски сохранили прежний размер – 18 или 19 дюймов, но за счет расширенных на 30 мм арок колес машина выглядит еще более внушительно. Еще одна деталь, которая не останется незамеченной. На запасном колесе на задней двери теперь украшает логотип Great Wall Motor вместо привычного Havail. Задние фонари сделали в виде цельных блоков, в отличие от старой версии гибрида, где они состояли из двух квадратных секций. В плане цвета кузова выбор из 5 вариантов. Классический белый, 2 оттенка серого, черный и необычный мятный. Габариты кузова остались прежними. 4800 мм в длину, 1950 в ширину и 1843 в высоту, с колесной базой 2738 мм. Дорожный просвет 221 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 580 мм. Весит машина при этом 2135 килограммов. Что касается возможности езды по бездорожью, тут все неплохо. Есть электронно регулируемая блокировка заднего дифференциала, не даст колесам буксовать в самый неподходящий момент. А теперь самое интересное – 9 режимов вождения. Для повседневной езды можно выбрать стандартный, а если хочется драйва, есть спортивный. Для экономии топлива есть экономичный, а для зимы, грязи, песка и гравия предусмотрены специальные режимы. А для настоящих любителей приключений предусмотрен круиз-режим с адаптивным управлением двигателем и тормозами. Машина сама подстраивается под сложные условия и помогает тебе справиться с ухабами и бездорожьем. Главное новшество скрывается под капотом. Гибридный Havail Raptor получил обновленную версию фирменной силовой установки Hi4, которая использует бензиновый двигатель и электромотор. Они могут работать как вместе, так и по отдельности. Турбомотор на 1,5 литра остался, но его мощность слегка уменьшилась с 167 до 156 сил.
Зато тепловой КПД вырос до 41,5%. Можно предположить, что все это явно сделано ради экономии топлива. Но самое интересное – это электрическая часть силовой установки. Вместо прежних 300 сил и 510 ньютон-метра двухмоторный полный привод теперь выдает 450 сил и 750 ньютон крутящего момента. Такой мощный тандем позволяет кроссоверу весом более 2 тонн разгоняться до сотни за 5,9 секунды. Неплохой результат для автомобиля такого класса. Максимальная скорость при этом достигает 190 км в час. Особое внимание в этой модели уделено аккумуляторным батареям. В топовой версии используется новая трехкомпонентная литиевая батарея емкостью 35,4 кВт-часа. Она обеспечивает запас хода до 200 км на электротяге по циклу CLTC или около 150 по более реалистичному WLTC. Для тех, кто предпочитает варианты попроще и дешевле, доступны батареи на 18,7 и 27,5 кВт-часа с запасом хода примерно 100 и 145 км соответственно. Производитель обещает общий расход топлива около 5 литров на 100 км, что в сочетании с полностью заправленным 55-литровым бензобаком и заряженной батареей дает суммарный запас хода более 1000 км. Кроссовер внутри сохранил узнаваемый стиль бензиновой версии, но получил несколько свежих и удобных обновлений. Новое рулевое колесо, двухспицевое с усеченным ободом, точно такое же получил вышедший на рынок новый Tank 300. Цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. А центральный экран на 14,6 дюймов работает на фирменной системе Coffee OS 3. Интерфейс продуманный и понятный, не приходится долго искать нужные настройки. Управление трансмиссией теперь вынесено на подрулевой рычажок. Центральная консоль стала свободнее, и вместо привычного селектора передач здесь разместили аккуратную шайбу выбора режима движения. В салоне остались физические кнопки, чтобы не теряться в меню, все под рукой и наглядно. Подстаканники сделали регулируемыми по высоте, удобно для разных размеров бутылок и кружек. Havail Raptor в топовой комплектации предлагает проекционный дисплей, беспроводную зарядку на 50 Вт, а панорамное 360-градусное изображение с функцией прозрачный капот позволяет заглянуть под машину и спокойно объезжать любые препятствия. Помимо базовой версии, здесь есть панорамная крыша с электрошторкой, передние кресла с электроприводом и подогревом, а спинки задних сидений можно наклонять от 27 до 32 градусов. И еще один приятный бонус – в салоне 45 отсеков и ниш для всего, что нужно взять с собой. Объем багажника составляет 586 литров, вполне хватает для повседневных задач. Но если сложить задние сиденья, место увеличивается до 1404 литров. Автопилот получил серьезное обновление. Теперь он опирается на 12 ультразвуковых датчиков, 7 камер и 1-миллиметровый радар. Среди полезных функций – система помощи при движении по скоростным трассам, автоматическое и даже дистанционное управление парковкой. Обновленный гибридный Havail Raptor High 4 скоро официально представят. Премьера и объявление цен пройдут совсем скоро. Ожидается, что стоимость новинки останется в тех же пределах, что и у текущей модели. Сейчас гибридный Raptor можно приобрести примерно от 23 до 27 тысяч долларов на родном рынке. В Китае крепнет тренд на квадратные и брутальные кроссоверы, просторные, практичные и с внедорожным характером. Обновленный гибридный Raptor High 4 идеально вписывается в эту волну. Современный дизайн, мощный гибрид, экономичный расход и запас хода свыше 1000 километров делают его универсальным выбором. Премьера уже близко, и если ищете надежный, технологичный и при этом не слишком дорогой кроссовер, стоит присмотреться. Если это видео было для вас полезным,
Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления. Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и до следующего видео.